Знаете ли вы, что почти во всех государственных и во многих частных учреждениях Америки запрещено курить? Законы о борьбе с курением действуют на всей территории Соединенных Штатов, однако их принятие потребовало много времени и огромных усилий, как со стороны активистов, так и государственных служащих. Начиная с 50-х годов прошлого века, ученые увязывали курение с такими проблемами со здоровьем, как рак легких и заболевания сердца. По мере того, как все больше американцев узнавали о том, какие риски для здоровья несет курение, они работали над принятием федеральных законов и законов штатов, чтобы взять под контроль и ограничить курение в общественных местах. В 1965 году от производителей табачной продукции потребовали размещать на сигаретных пачках надпись «Осторожно! Курение вредит вашему здоровью». Через 20 лет надписи стали более конкретными. Они уже содержали предупреждение главного врача службы здравоохранения о том, что курение – непосредственная причина рака легких и заболевания сердца, а также вызывает осложнения во время беременности. Федеральное правительство также пыталось ограничить рекламу табака, чтобы не вызывать у детей желание попробовать закурить. К 1971 году любая реклама табака на радио и телевидении была запрещена. Хотя количество курильщиков в США сократилось, многие некурящие по-прежнему испытывают озабоченность рисками, связанными с пассивным курением. Пассивное курение – дыхание табачного дыма некурящими людьми, которые находятся рядом с курильщиком. Дети и родственники курильщиков особенно подвержены проблемам со здоровьем, которые вызывают пассивное курение. Начиная с конца 80-х годов прошлого века, федеральные законы стали запрещать курение в таких общественных местах, как самолеты, поликлиники и госучреждения. Основная инициатива в принятии этих законов исходила от населения, обеспокоенного этой проблемой, родителей, работников здравоохранения и других. Они работали как с людьми, так и с общественными организациями, пытаясь убедить общественность и государственных служащих в опасностях, исходящих от курения. Федеральное правительство пока еще не приняло федеральный закон о запрете на курение, однако многие штаты уже сделали это. В 1995 году Калифорния стала первым штатом, где курение было запрещено в закрытых общественных помещениях, например, в ресторанах и магазинах. Подобный запрет на курение действует в 28 штатах. В то же время в некоторых штатах все еще разрешается курить в таких местах, как бары. При входе в общественное заведение обычно висит объявление о том, разрешается ли там курить. Федеральное правительство сотрудничало с правительствами штатов, чтобы остановить распространение курения в Америке, в основном путем принятия законов против курения, ориентированных на молодежь. В 1996 году президент Клинтон подготовил национальную программу, направленную на предотвращение формирования никотиновой зависимости у детей. Федеральное правительство США также требует от всех штатов принять и соблюдать ограничения на продажу табака и его распространение среди несовершеннолетних.